Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео хочу с вами немного поговорить про жаккард крючком, а еще сравнить его с мозаичным вязанием, чтобы понять, какие же плюсы и минусы есть у одного и другого способа вязания, почему я выбираю часто мозаичное вязание, но иногда все-таки для каких-то целей выбираю жаккард, и что из этого проще вязать, что сложнее, и какие творческие возможности перед нами открываются, когда мы используем ту или иную технику. Итак, поехали. Вот этот образец я для вас специально связала, чтобы продемонстрировать все возможности жаккарда крючком. Ну, во-первых, отвечу на вопрос, который часто мне задают, а что действительно существует жаккард крючком? Да, конечно. Жаккард существует не только спицами. Более того, я думаю, что вы видели уже много раз такие произведения искусства, как мочила. Это такие сумки, которые вяжутся по кругу. Вот там классический жаккард крючком используется. Но есть один нюанс. Дело в том, что жаккард крючком обычно немножко искажает рисунок. Ну, точнее, ровности рисунка в жаккарде крючком добиться чуть сложнее, чем при вязании спицами. Это связано с провязыванием столбиков без накида, которым, как правило, вяжут жаккард, хотя вяжут столбиками с накидом. В классическом варианте вяжут, захватывая обе стенки петли. То есть, если вот у нас здесь косичка, то мы, когда провязываем, вводим крючок под обе стенки каждой петли, каждого предыдущего столбика. И при таком способе вязания бывает, что рисунок начинает немного заваливаться влево или вправо, хотя есть там свои способы решения этой проблемы, но я такой способ не люблю. Я люблю, как вы знаете, чтобы был все-таки попроще, поудобнее. Поэтому я жаккард крючком вяжу только за дальнюю стенку петли, так же, как мы вяжем с вами и мозаику, собственно. Поэтому у меня с фронтальной части получаются вот такие вот горизонтальные перемычки. При таком способе вязания рисунок получается максимально ровным, меня все устраивает абсолютно. Какие формы можно вязать с помощью жаккарда крючком? В общем, любые. Правда, центровая мне не очень нравится, когда вяжут жаккард из центра, все-таки там довольно сложно удержать полотно в стабильном состоянии, оно начинает закругляться или идти волнами. В общем, мне бороться с этим совершенно не хотелось, поэтому в жаккарде крючком я центровой способ вязания не использую. Я вяжу либо по кругу, то есть когда набирается цепочка воздушных петель и обвязывается, мы так с вами вязали мозаичные подушки в частности, либо прямой жаккард, то есть обрывной, так же как мозаика, я набираю петли и вяжу, обрывая нить, нужный мне рисунок. Теперь давайте про плюсы и минусы. Конечно, жаккард крючком позволяет вывязать абсолютно любой рисунок, который нужен. Это как вышивка, то есть мы берем схему для вышивки и вперед. И это, конечно, открывает огромный мир возможностей, потому что можно уложить и в плед, и в подушки самые разнообразные рисунки, как угодно их сочетать, делать их многоцветными. В общем, действительно, здесь никаких преград по сравнению с мозаикой нету. Но если мы вяжем из большого количества цветов, то, конечно, полотно утолщается довольно сильно, потому что жаккард крючком предполагает, что мы все нити, которые в данном столбике не участвуют, протягиваем внутри полотна. Соответственно, если у вас 3 нити, 4 нити, если многоцветное полотно, то у вас, конечно, само полотно начинает сильно утолщаться. Кроме того, если, например, вы вяжете полосками, у вас в этой полоске 2 цвета в работе, а в этой полоске 4, это значит, что эта часть, эта полоса будет значительно толще, чем эта, просто за счет количества протягиваемых внутри нитей. Это все привело меня к решению использовать в одном ряду не более 2 цветов. Тут спросите меня вы, а как же многоцветное вязание? На самом деле вы удивитесь, но эффект многоцветного вязания можно достичь и используя всего 2 цвета в ряду. Это не значит, что это 2 цвета всего на все полотно. Это значит, что мы меняем, например, каждый из этих цветов в каждом ряду. В каждой паре, например, меняется цвет, и за счет этого получаются переходы цвета. В описании к этому видео вы найдете ссылку на нашу телеграм-группу, где мы вяжем ковер-дорожку жаккардом, и там у меня есть примеры как раз, как я использую разные цвета, получаю многоцветное полотно, но при этом в каждом ряду у меня не более 2 цветов. Кроме того, сразу скажу, что в описании к этому видео вы найдете видеоурок по жаккарду крючком, так что вы сможете сами все попробовать и убедиться на собственном примере. Итак, в жаккарде я использую 2 цвета в одном ряду, хотя, повторю, что, конечно, можно использовать и гораздо больше. Конечно, здесь тоже имеют место быть эксперименты с секционно окрашенной пряжей,
когда у вас, например, фоновый цвет однотонный, а рисунок секционно окрашенный. То есть тут действительно можно экспериментировать и получать очень интересные результаты. Какие еще особенности жаккарда по прямой? Безусловно, это не очень стабильное полотно. Мы с вами знаем по мозаичному вязанию, что бывают проблемы с расхождением сторон, то есть какая-то сторона уходит вправо, какая-то сторона уходит влево, в принципе нестабильная, да? С чем это связано? Если мы убираем ошибки, ну то есть если мы знаем точно, что у нас не прибавлено лишних петель, не убавлено лишних петель, и их количество идет ровно от ряда к ряду, то часто это связано с натяжением нити и с плотностью вязания. Особенно если это большой проект, например, плед, вы можете вязать там одну его часть этим вечером более плотно, завтра вы сели и начали вязать менее плотно. Бывает, что более плотно вы вяжете в начале ряда, а к концу расслабляете уже нить. Бывает, что захват нити все решает. Опять же, у меня есть несколько видео на канале, где мы разбираем все эти моменты. Но так вот, в жаккарде в прямом таких проблем будет больше. Ну, то есть у меня давно уже нету в мозаике проблем растяжимости полотна. В принципе, руки уже привыкли, я вяжу с одинаковой плотностью, но в жаккарде все равно это срабатывает. То есть я по этому образцу вы можете видеть, что вот эта часть чуть, может быть, деформирована, да, она чуть шире, чем средняя часть. Нитки одни и те же, несмотря на то, что цвет разный, но марка это одна и та же, толщина одна и та же, крючок я не меняла. Но все-таки я чувствовала в процессе вязания, что мне хочется все время его выровнять. Конечно, это все решается ВТО, то есть после стирки или после отпаривания это все выравнивается руками, в таком виде высыхает, и все будет прекрасно. Но то, что в процессе вязания меня это напрягало, я это засекла. Я такого не очень люблю, но, повторю, это абсолютно нормально, то есть пусть вас это не пугает. Это лицевое вязание, все логично. Про изнанку. Давайте посмотрим на изнанку. Вот так она выглядит. Изнанка в жаккарде мне очень нравится. Никак я тут не запаривалась, чтобы вязать его двухсторонним, потому что изнанка и так, по-моему, прекрасна. Но тут вопрос к вашему перфекционизму. Хотите ли вы, чтобы она еще более была похожа на лицевую сторону или нет? Но в отличие от классической мозаики крючком, конечно, изнанка в жаккарде гораздо более привлекательно выглядит. Так, а теперь давайте посмотрим, какие же плюсы и минусы у нас будут в сравнении жаккарда и мозаичного вязания. Вот у меня есть отдельный образец, где я связала полосу жаккардом и полосу мозаичным вязанием. Ну, конечно, во-первых, кстати, обратите внимание сразу, опять деформация полотна. Ну, небольшая, но она есть. То есть чуть-чуть видно, что вот эта часть чуть шире, чем жаккардовая. Количество петель одно и то же, все то же самое, пряжа та же самая. Конечно, это обусловлено в данном случае еще и самими техниками. Жаккард более плоское полотно дает, мозаика более рельефная. За счет этого полотно буквально раздвигается. То есть здесь столбики с накидом, они буквально чуть раздвигают эту полосу. Это к вопросу о том, который вы часто мне задаете, можно ли в одном пледе или в одной подушке использовать обе техники. И мозаичное вязание крючком, и жаккард. Можно, но если в подушке это будет не так критично, потому что полотно все равно натянется на эту подушку, там не будет заметно, что где-то что-то шире, где-то что-то уже, то в пледе или в ковре это может быть критично. То есть вам придется сильно на ВТО выровнять ваше полотно. Если у вас еще рука не набита, то, возможно, вот этот переход от ширины будет сильнее, чем у меня, потому что у меня все-таки рука уже набита. Но, повторю, даже меня это все-таки немного обеспокоило. Я выбрала специально эти узоры, чтобы вам продемонстрировать вот такие ромбы мозаикой мы не свяжем, потому что здесь, ну, мы с вами много раз уже это обсуждали, такая схема предполагает одинокие клетки, вот эти, например, да, которые просто мозаикой не свяжутся, потому что в мозаике нужно, чтобы по вертикали были клетки 3 клетки, 5, 7 и так далее. И, конечно, если очень хочется именно такие ромбы, то у нас для этого есть жаккард крючком, пожалуйста, мы вяжем такие ромбы. Мозаика, безусловно, дает нам другие возможности. Мозаику вязать проще, там не надо протягивать внутри нить, в каждом ряду нить всего лишь одного цвета. И, конечно, по скорости мозаику вязать быстрее. Полотно получается больше сразу, и, конечно, ваш процесс идет гораздо бодрее. Но, повторю, жаккард дает возможности по выбору рисунка, безусловно.
Попробуйте, если вам захочется, если у вас есть время, попробуйте либо на образце, либо на небольшом пледе или ковре совместить эти две техники и посмотреть, что получится. Я знаю, что уже некоторые совмещали, бывало очень красиво, особенно действительно, если выбирать узоры, которые, то есть если выбирать для жаккарда узоры, которые в мозаике, например, связать нельзя, а в жаккарде они отлично смотрятся. Сразу скажу, что можно воспользоваться техникой гобеленовой мозаики, чтобы получить вот эти закрашенные участки и имитировать таким образом жаккард. Но я такую технику не очень люблю, потому что она сильно утолщает полотно. Мне не очень это нравится, ну и все-таки очень большой расход ниток. То есть, когда я не могу классической мозаикой что-то связать, я все-таки перехожу на жаккард. Ну, вот такое обзорное видео у нас получилось. Я надеюсь, что на некоторые вопросы ваши я ответила. И по мозаике, и по жаккарду. Повторю, что урок по жаккарду крючком вы найдете в описании к этому видео. Там же вы найдете ссылку на чат в Телеграме, где мы вяжем жаккардом ковер-дорожку. Там же есть ссылка на копилку схем. В общем, я даю вам весь инструментарий, чтобы вы попробовали. Попробуйте на небольших образцах. Посмотрите, как получается. Жаккард, конечно, не нужно забывать. И можно интересные всякие штуки им вязать. Главное немножко привыкнуть орудовать клубками, но в видео, которое вы найдете в описании, вы увидите, что можно располагать клубки таким образом, чтобы они у вас не путались и чтобы вязание действительно приносило большое удовольствие. Желаю всем больших-больших успехов, приятного вязания, будьте здоровы, пока-пока!